Всем добрый день, дорогие подписчики! Сегодня, возможно, видео будет немного таким темным, потому что у нас целый день льет дождь, и, как вы видите, у меня горит свет, и я стою напротив окна, но все равно мне кажется, что картинка немножко темная. В сегодняшнем ролике я бы хотела рассказать историю своего пациента. Дело в том, что на канале вы меня просите рассказывать истории реальных моих пациентов, как я с ними работаю, каких результатов они добиваются, через что они проходят и так далее. Я на самом деле рассказываю истории иногда, но я, наверное, скорее рассказываю истории в плане социального характера. Ну, там, когда что-то случается, как это случается, да, с человеком, там, травма случилась, при каких условиях она произошла. То есть больше в таком контексте, но, как я понимаю, вам больше интересно было бы слышать именно в контексте реабилитации, то есть что проходит, через что проходят мои пациенты. И для сегодняшнего ролика я выбрала одного моего пациента, который, у меня новый пациент, я с ним начала реабилитацию на прошлой неделе, то есть 1 неделя примерно, как я его знаю, я его видела уже два раза. И почему я выбрала эту историю? Дело в том, что у пациента с самого начала была плохо контролируемая боль. Пациент после операции протезирования колена, и, как правило, да, когда мы приходим домой, спрашиваем у пациента, какая у вас боль по шкале от 0 до 10, да, все вы это прекрасно также знаете. Как правило, да, всегда, я не скажу не как правило, но всегда пациент должен сказать, что боль примерно на уровне 5-6 по шкале из 10. Я вам скажу, что в 90% случаев люди так и отвечают. То есть контролируемая боль, боль, которую вы в состоянии терпеть, вы в состоянии делать упражнения, и вы в состоянии наступить на ногу. Это считается контролируемая боль. Да, и вы более или менее спите ночью. Ну, можете проснуться 1-2 раза, но вы должны спать ночью, потому что вам нужна сила, чтобы потом в течение дня делать ваши упражнения, ходить, передвигаться и так далее. У этого пациента, что интересно, да, вот как бывает, была неконтролируемая боль. Такие пациенты действительно встречаются по разным причинам. По разным причинам, я вам скажу, в среднем примерно 1 пациент в 2 месяца попадается с очень сильно плохо контролируемой болью. Это когда ты приходишь к нему, а он, извиняюсь, меня практически лезет на стенку от боли. То есть ему настолько больно, что он не может наступить на ногу. То есть он ходит как вот такая, знаете, подбитая цапля, когда мы подгибаем ногу и вот так вот, да, передвигаемся. Он не может делать свои упражнения, он не спит ночью. То есть он не знает, что делать, чтобы остановилась боль. Это плохо, потому что это тормозит всю реабилитацию. То есть человек не может ничего делать. В этом ролике, да, я бы, наверное, что хотела сказать, что да, действительно бывают такие ситуации. И я уверена, что среди вас также найдется кто-то, кто мне напишет в комментариях, что у него также была такая ситуация. Я вам хочу напомнить, да, что боль, на самом деле контроль боли, вот этот пункт контроль боли, он ставится всегда у нас на первое место. То есть если мы возьмем список проблем, с которыми мы работаем, там амплитуда движения, мышечная сила, равновесие, использование приспособлений для ходьбы, контроль боли, то вот контроль боли как раз-таки у нас всегда стоит в приоритете на первом месте. То есть это первое, что должно быть под контролем. Иначе, если этого нет, тогда все остальное делать невозможно. Что касательно этого пациента, забегая немного вперед, у него все-таки удалось поменять медикамент, а это, я вам скажу, да, не просто, как вы понимаете, когда человек оказывается дома, то есть ему нужно связаться со своим оперирующим врачом, потому что только он и никто иначе не может поменять медикаменты. То есть это занимает время, пока пациент позвонит в госпиталь, да, пока медсестра позвонит там в госпиталь, пока аптекарь, фармасьен там позвонит как-то, да, вот сделают вот эти все передвижения произойдут, это все не так просто, по крайней мере здесь у нас.
И это занимает, как правило, несколько дней. То есть люди, которые оказываются дома с плохо контролируемой болью в первые дни после операции, потом это занимает некоторое время, чтобы ситуация, она стабилизировалась. Она стабилизируется, как правило, но это занимает 5-6 дней. Что произошло у этого пациента на этой неделе? Ему удалось, да, там связались с врачом, он поменял медикаменты, все хорошо, сегодня я пришла, у пациента как бы более или менее все хорошо, потому что боль под контролем. Но что произошло? Произошло то, что у него образовалась небольшая контрактура на разгибание. Потому что, да, за счет того, вот смотрите, когда человек вот так вот ходит, как цапля, да, то есть у него постоянно, он не может просто наступить на ногу, потому что очень больно. И от этого произошла такой зажим наших мышц позади, ну вы понимаете, скорее всего, о чем я говорю, то есть колено перестало полностью разгибаться. То есть вот за эти буквально несколько дней, то есть прошло буквально 5-6 дней, с момента, когда все это началось, но уже во второй раз я прихожу, и у него уже нет полного разгибания в колене. Хотя с самого начала я ему все объяснила, да, с самого начала показала все упражнения. Но когда больно, человек просто не в состоянии их делать, да, он не в состоянии выполнять те рекомендации, которые были ему даны. Для него первый приоритет – это остановить боль. Но боль остановили, но тем не менее остались вот такие неприятные последствия, а именно небольшая контрактура на разгибание колена. Прошу вас, поделитесь своим опытом, да, поделитесь своими историями, то, что касается плохо контролируемой боли, неконтролируемой боли в первые дни после операции. Также можете оставить комментарий, какие именно медикаменты вы принимаете, помогают, не помогают, да, в вашей стране, какие медикаменты вам прописывают. Кстати говоря, о том, какие выписывают в нашей стране, я рассказывала в другом ролике, довольно подробно, вы можете посмотреть в плейлисте «Боль». Все, прощаюсь с вами, всем до следующих роликов, всем отличного настроения и солнечного, всем пока-пока.